Не так давно в своем инстаграме я наткнулась на пост двухлетней давности о стране, в которую приехала совершенно случайно, без особой подготовки и каких-либо ожиданий. YouTube-канала у меня тогда еще не было, поэтому пришлось наслаждаться всем в одиночку. И хотя увидеть удалось далеко не все самое интересное, Армения меня приятно удивила. Но чувствовалась какая-то недосказанность. И вот я снова здесь, чтобы, как я написала тогда, смаковать и наслаждаться. Всем привет, это Ян Буян, и я приехала в солнечный Ереван. Рима не было, а он уже стоял. Этому месту крепость Эребуни 2803 года. Где в Ереване дух волшебной старины Надувайте щеки и дуйтесь. и полная свобода от гастрономических ограничений. А что у вас здесь за запрещенка такая? Город с сотнями питьевых фонтанов. Какого качества здесь вода? И недорогой, вкусной и очень объемной кухни. Это не Цезарь, это Цезарище. Приготовьтесь удивляться. Тур по ереванским розовым улочкам начинается. С каждым годом этот город открывают для себя все больше туристов, а Ереван их с радостью удивляет, особенно тех, кто любит старину. История Еревана невероятно богатая. Городу почти 3000 лет, и начало было положено здесь, на холме Оренберт. Тут раскопали древнюю крепость Эребуни, которая когда-то дала жизнь нынешней столице Армении. Меня ждет здесь историк, который обещает рассказать много интересного. И вот, кажется, он. Сурен – сотрудник туркомпании «Визит to Армения», в которой мне сразу согласились во всем помогать. И машину с водителем предоставили, и полностью организовали программу. Я очень благодарна им, ведь без них я бы не успела за пару дней увидеть этот потрясающий город. Но вернемся к нашей крепости, которая на 29 лет старше Рима. Этому месту крепость Эребуни 2803 года. 2803 года. Да, но люди, это крепость, клинописная история, о которой уж есть, это столько. Но люди здесь жили очень давно и до этого. Ну, очень знаменитое место, которое, в общем, потом превратилось в крепость, а потом и город, в котором мы сейчас живем. В середине 20 века археологи обнаружили тут залы и храмы, жилища и склады, комнаты с богатым убранством. Все это подтверждение, что Ереван – один из древнейших городов мира. А правда, что название столицы Армении Ереван произошло именно от названия крепости Эребуни? Да, это правильно. Есть и другое объяснение, что это называется на армянском появление, но это чисто совпадение. А так Эребуни, потом Ереван, ну а потом уже в советское время его отшлифовали, дали литературный такой лоск, и получилось Ереван. При советской власти Ереван полностью перестроили, так что никаких памятников времен Эребуни в городе почти не осталось. Но археологи копают и, глядишь, обнаружат еще что-нибудь ошеломляющее. А что вы здесь делаете? Просто очищаете для чего-то? Потом здесь раскопки будут? Да, наверное. А куда складывать? Или вы ведром? Словом, посмотреть на место, откуда появился Ереван, стоит. Именно тут жил древний народ урарты, которые оставили после себя клинопись, дворец и множество экспонатов. А еще из крепости Эребуни открывается просто потрясающий вид на весь город и Арарат. Какая же это красота!
А мне пора двигаться дальше, тем более солнце все выше, припекает. И еще один небольшой лайфхак. Если вы идете сюда в жаркую погоду, обязательно берите с собой воду, потому что здесь вы ее не купите. Зато в центре города с водой точно проблем нет. В солнечном Ереване более 1500 питьевых фонтанчиков. И за это спасибо архитектору Александру Таманяну. Во время масштабной реконструкции города он решил, люди не должны тратиться на покупку питьевой воды. Сказано, сделано. Это главный пульпулак в городе, или, как по-простому можно сказать, фонтанчики. Вообще такие фонтаны расположены по всему городу, из них течет горная вода, и ее можно пить. Ну, давайте все-таки с вами проверим, какого качества здесь вода. У меня есть такой специальный тестер. Мы набираем воду и отпускаем. 114. Это значит, вода горная. Вода бесплатная, а овощи и фрукты почти. На рынках и в магазинах отдают их по бросовым ценам, особенно в сравнении с московскими. Я просто в шоке. Килограмм вот таких помидоров стоит 28 рублей. Ну или 34 цента. У меня просто слов нет. Я даже не буду говорить, за сколько я покупаю помидоры в Москве. А эти помидоры еще дешевле. Стоит ли говорить, как это влияет на стоимость блюд в местных кафе и ресторанах? В подтверждение – контрольная закупка. Так, ну давайте посмотрим на цены. Хинкали стоит примерно $5, борщ $3, шашлык, свинина 100 граммов стоит $2. По-моему, это гораздо дешевле, чем, например, в Москве. Это не Цезарь, это Цезарище. Мы, конечно, к размеру таких порций не привыкли. Так, компот, лимонад. А что делает окрошка в прохладительных напитках? Это же суп, первое блюдо. Это интересно. Это очень необычно. Отдаленно напоминает вкус окрошки, но вкусно, освежает. Но я все-таки люблю нашу окрошку. И, кстати, я знаю очень хороший рецепт. На улице сейчас можно жарить яичницу на солнце. Просто пекло. Так что наша русская крошка будет весьма кстати. Если не умеете ее готовить, поделюсь классическим рецептом. Берите карандаш и записывайте. Итак, нам понадобится картофель. Я чаще всего использую молодой, потому что его чистить проще. Также нужны вареная колбаса, яйца, огурцы. Можно, конечно, добавить еще редиску, но, если честно, я ее не очень люблю. Что у нас тут еще? Укроп, хлебный квас, сметана и горчица. Здесь я даю предпочтению бренду Махеев. Итак, приступим. Картофель я заранее отварила и остудила. То же самое проделала с яйцами. И все это теперь нарезаем кубиками. То же самое мы проделываем с огурцом. Берем укроп и мелко его рубим. Соль и перец по вкусу. И все тщательно перемешиваем. Теперь все выкладываем в тарелки и заливаем холодным квасом. Добавляем сметану и, конечно, горчицу. Это придаст нашему супу легкую остроту. Вот это вот я понимаю, наша русская крошка. А я предлагаю снова перенестись в солнечный Ереван. Кстати, виза для россиян в Армению не нужна. Более того, с недавнего времени попасть сюда можно и по внутреннему российскому паспорту. Красота!
На главной площади Еревана, площади республики, понятно, почему этот город называют городом из туфа. Здесь мы наблюдаем черный туф, белый туф, ну и, конечно, розовый туф, благодаря которому этот город так и называют – розовым. Реконструкцией города руководил уже знакомый нам Александр Таманян. Его почерк – элементы церковной архитектуры, национальные орнаменты и тот самый природный строительный материал – вулканический туф. Именно Таманян сделал из типичного для начала 20 века ближневосточного поселения неповторимый по стилю современный мегаполис. Вот оно, главное украшение Еревана – Большой каскад. Так называется комплекс из ступенек, фонтанов и цветочных клумб, который соединяет верхнюю и нижнюю части города. Каскад действительно впечатляет, он красив, современен и гармонично вписывается в городскую среду. У нижних ступенек причудливые статуи, привезенные сюда из разных городов мира. Например, это курящая дама с внушительными формами, родом из Амстердама. Комплекс «Каскад» – это визитная карточка Еревана, его современный символ. Но есть и другой, более старый. Конт – один из старейших районов Еревана. Что сразу бросается в глаза, так это крохотные дворики, в которых, как говорят, могут жить сразу 9 семей. Причем потолок одной может быть верандой соседней сверху. Застройка, кстати, сохранилась с 19 века. И знаете, тут царит какой-то неповторимый дух маленького мира внутри большого города. Поглотит ли современный Ереван один из некогда богатых своих районов, никто не знает. Конт – это город в городе. Для туристов может быть и не сильно презентабельный, но это и есть старый Ереван. Одноэтажные дома давно обветшали и покосились. Многие стоят только благодаря деревянным подпоркам, но жители Конда гордятся своим старым районом. Ну, вообще-то это самый старый район. Ну, 200 лет, конечно. Да, 200, даже больше, наверное. Точно не знаю, но знаем, что 200 лет уже люди, вот которых я знаю, у одного дедушка столько было, у другого это. Вот так. А вообще-то есть дома, которые больше. Больше 250, 300, вот такие дома есть. Плутать по узким улочкам можно бесконечно долго. Тут несложно и заблудиться, но местные всегда спешат на помощь. Душевные. Чтобы ребята... Это самый старый дом? Вот снизу это старый, а сверху ему уже где-то лет 70-80. Но там никто не живет сейчас, потому что снизу она уже начала падать, там никто не живет. А как это жили люди, семья, все жило, все нормально. А снизу самые старые, а сверху... Сверху это потом настроили. Настроили, а когда снизу уже начало все валиться, оттуда все выехали, вышли. А вот это все, вот это в старину, которые были тогда, видишь, мел. Да. Еще вот в этом было, мелом все красили, мелом делали. В старину как было? Вот. Это самые старые вот стены, которые я вам говорил. Они собираются реставрировать этот дом? Нет, они сейчас, знаешь как, хотят уже Снести? уйти. Да, вот которые сейчас будут покупать землю, они уже хотят, это если снести, отсюда надо 10 КАМАЗов этого всего. Ой, Вот сюда до КАМАЗ, оттуда. конечно, А еще загонять. сколько таскать туда, Конечно. потом сколько камней сюда таскать. Каждый второй из тех, кого я встретила, норовит пригласить к себе. Все же гостеприимство армян – это не фигура речи.
Хорошо у вас здесь? Уютно? Да, Дворик нифига свой? у нас. И яблоко, и абрикоса, и жир, и все есть. Виноград, пожалуйста. И дом большой. Сколько у вас здесь человек живет? Сколько человек живет? 5 семей у нас. 5 семей? Раньше было 8. А сейчас они некоторые квартиры получили, уехали. Мы тут остались. Ходят слухи, что район расселят, кон снесут, и на его месте вырастут красивые современные здания. Но представить Ереван без этих ухоженных трущоб с невероятно душевными людьми уже сложно. Давай еще один найди хороший, крупный. Вот этот сорву. Сорвала себе, самый вкусный. Это инжир? Спасибо вам большое. Ах, Малышка. Здравствуйте, Валя, здравствуйте. Спасибо вам большое за гостеприимство. Так, сейчас Пообщались. направление куда? Пообщались с нами, это очень приятно. Сейчас направление куда? Сейчас просто еще погуляем по Конду, а потом поедем в город. Гуляя по Еревану, случайно увидела еще один древний шедевр. Церковь, которой более 300 лет. Церковь появилась на месте, где была часовня, возведенная над могилой святого Анании, одного из 70 апостолов. По преданию, тут хранилось чудотворное Евангелие – Заравор, что значит «всемогущий». Кстати, этот храм так и называют – Святой Заравор. Во времена советской власти церковь использовали в разных целях, но в итоге вернули верующим. Сегодня Святой Заравор – один из самых почитаемых храмов страны. Движемся дальше. На пути устойчивый запах сыра, почти забытого в нашей стране. Сейчиз – запрещенка. Так как я очень люблю сыр, а еще и написано слово «запрещенка», я просто обязана зайти и посмотреть. Здравствуйте. Здрасте. А что у вас здесь за запрещенка такая, санкционка? А вы из России? Да. Да, самое то. Это запрещенка, санкционка, это сыры, европейские десертные сыры, которые, увы, в России их нету. И, соответственно, мы очень рады этому факту, потому что все российские ценители, гурманы приходят к нам за этими сырами. У вас итальянские, швейцарские, французские, да? Да, у нас все практически самые популярные страны, которые производят сыры, это Голландия, Швейцария, Италия, Франция, Армения. Да, Армения. ну и Армения тоже, потому что вот у нас есть вот такие армянские горшочки, которые очень популярны у российских туристов, потому что их можно дарить. Очевидно, что все в этом славном магазинчике с упором на российских туристов. И пока у нас санкции и антисанкции, а в Европе качественные сыры, этот армянский бизнес будет процветать. Я так понимаю, это ваш магазин, потому что вы очень хорошо разбираетесь в этом. Да, я занимаюсь здесь всем, хотя у нас есть персонал, но я сам эти сыры привожу, ну, в смысле, заказываю сыры, а потом мы эти сыры привозим в холодильниках из разных стран. Я их нарезаю, я их изучаю и показываю. Десятки сортов из самых разных стран. И всегда есть бонус – мини-шоу от владельца магазина. Русский бри, да, мягкий сыр, это пармезан, самый известный сыр вообще в мире, итальянский. Это грюйер. Грюйер считается визитной карточкой Швейцарии. Производится с 1115 года. Представляете себе? С 1115 года производится швейцарство, то есть Швейцария. А что у вас такой за интересный сыр в круглой упаковке? Это, ну вы настоящий гурман, потому что это подконтрольный швейцарский сыр, называется tête de moine, в переводе голова монаха.
У этого сыра есть легенда. Его делают 7 веков швейцарские монахи. До того, как он назывался Тет де Муан, его имя было Белле. Но во Франции же была гражданская война в 1787 году, если не ошибаюсь, и французское войско в этот период заходит на территорию Швейцарии, там, где аббатство делают этот сыр, обезглавливает всех монахов, потом спускается в пещеру, там, где хранятся эти сыры, и видит вот эти головки, которые вот так они выглядят, и переименовывают сын с Белле на Тет де Муан, голова монаха. Вот такая грустная легенда, но на самом деле это высококачественный сыр, и у него есть специальная подача. Это нож, который называется жероль. Ставится нож сверху, и вот такими движениями нарезаются цветочки. Да. Он очень хорошо сочетается с красным вином. И кроме того, что наши сыры очень вкусные, их можно даже дарить, пожалуйста. Ой, какая прелесть, спасибо. Какой нежный, такой сливочный. Нравится? Слегка. Очень. А если, допустим, его сочетать с красным вином, у вас У меня раскроется слюнки потекли. букет полностью, и вы почувствуете все детали вот, европейских десертных сыров. А как насчет преображений? Да, прямо в магазине сыров. У вас здесь очень много головных уборов. Можно померить? Да, конечно, это сырный перформанс. Пожалуйста, выбирайте. Я тоже к вам присоединюсь. Отлично, спасибо. Все, пожалуйста. А у вас есть Инстаграм, Фейсбук? Да, конечно. Да, обязательно дайте ссылочку, я подпишусь. И Я вы тоже на подпишитесь вас на нашу подпишусь, страничку. конечно. И вот эту сырную доску, которую я делал до вашего прихода, подарю сейчас ее вам. И в нашем сырном уголочке вы сможете попробовать наши европейские сыры и хорошее охлажденное белое вино. Ну, что я могу сказать? Зашла я удачно. Сырный уголок оказался райским. Зелень, прохлада, сыр. Что еще нужно для счастья? Какая красота! Спасибо большое. Спасибо. Мне еще написали пожелания. Даже не пожелания, а просто приятность написали. Как это мило! Очень душевное место. Люблю места, где сыр подают правильно. С медом или, допустим, еще с персиковым джемом я люблю. Феерия вкуса. Будете в Армении, обязательно приходите сюда. Очень советую. В общем, из Армении можно привезти сыр, который мы не первый год называем санкционкой. Ну а также что-то аутентичное. Можно, как обычно, затариться в какой-нибудь лавке с сувенирами, но лучше купить их на блошином рынке. Я приехала на знаменитый вернисаж. Моя цель – найти какую-нибудь аутентичную вещицу на память. Известное дело, Армения богата на рукодельников, и думаю, многие из них продают свои шедевры именно тут. Главный непродуктовый рынок страны, который начинался как уличная экспозиция армянских художников. Отсюда, собственно, и название – вернисаж. Теперь это большой город мастеров, ювелиров, керамистов, резцов по дереву и, конечно, ткачей. А подскажите, пожалуйста, сколько у вас ковры стоят? Ковры стоят по-разному, по размеру, по старину, по качеству. Допустим, вот Допустим, это у нас, можно сказать, самый дорогой ковер из всех этих. Выбрала У нас, да, $1200 стоит. $1200. Да. А вы их вручную делаете? Они все ручные, это 90 лет давности этот ковер. Для Серьезно? этого так дорого стоит, да. А сколько примерно времени уходит, вот, чтобы сделать такой ковер? Маленький ковер где-то неделю или 3 дня, ну, смотря какой это профессионал делает. Если новичок, он где-то месяц может дойти.
А вот такой ковер уже где-то 2 месяца, 3 месяца дойдет, да. Потому что Серьезный срок. каждый узелок, вот смотрите, вот здесь, вот каждый вот этот точка, это один узелок. Да, каждый узелок надо шить. На рынке нет толп туристов, а на прилавках все, что душе угодно. Ковры, сервизы, украшения, музыкальные инструменты. Я вот без труда нашла исконно армянский. Это у вас дудук. Да, армянский дудук. По-армянски называется цилянапо. Это национальный инструмент, правильно? Да, очень старинный национальный инструмент, чисто делается в Армении, нигде больше. А любой может научиться играть? Любой может научиться, но для этого нужно немножко времени, чтобы отточить мастерство. Главное понять принцип, базовую информацию иметь и все. А вы умеете играть? Немножко умею я, да. Мой друг научил меня, мы сами все делаем. Он мастер дудука и немножко научил меня. А у меня, кажется, появился свой мастер. Дудь сюда. Тут сюда, да. Да. Это нужно хорошо. Надувайте щеки и дуйте себе. Уметь надувать щеки. Да. Нужно. Не нужно, вот эта часть очень легкая часть. Когда сжимаете губами, очень сильно закрывается сразу же. Просто легенько поставить губы так, чтобы воздух не вышел из крав, не нужно дуть сильнее. И все. Торговаться тут можно и нужно, а приходить лучше в выходные дни и до обеда. Так больше шансов найти здесь что-то уникальное. Дорогие мои, я разыграю этот дудук среди вас. Оставляйте свои комментарии под видео. Комментарий, который наберет больше всего лайков за неделю, получит вот такой вот сувенир из Армении. Только не забудьте сюда воду налить, чтобы он играл. И держите, наверное, подальше от детей, а то они вас с ума сведут. Есть вернисаж, будет и художник. Решила заскочить к Вардану Габриеляну, чьи работы известны далеко за пределами Армении. Его работы в музеях и частных коллекциях по всему миру. Страсбург, Париж, Лондон. Каждая работа глубокая и со множеством смыслов. Особенно такие картины, в которых нет ограниченного смысла, да? Они абстрактные и они многозначные. Каждый смотрит по-своему, и каждый видит то, что он хочет видеть в этой картине. Да? Есть некоторые люди, что говорят, вот я тут вижу или лицо, или фигуру, да? Ну, она чисто абстрактная картина, там нет ни лица, ни фигуры, ничего, да? А тот человек, который хочет видеть, он видит все. Вардан Габриелян – автор 1000 картин. Есть и такие, что можно смотреть не только глазами. Картины нельзя трогать, да, вообще-то Да, говорят, я поэтому нельзя не трогаю. трогать. Вот эти картины можно трогать, это можно любить вот каждый день, вот погладить ее, вот она такая. Но признание таланта влечет за собой повышение цен. Сколько стоит вот такая картина? Ну, $300. Долларов 300? Да. Какая красота. Ну, они очень разные, понимаете, вот разные, в общем. И вот красиво. Вот этой тумбочке $300 000. Ну, такая недешевая тумбочка. Да. Правда, далеко не все картины можно купить. Те, что особо дороги сердцу, по мнению художника, должны оставаться рядом, в мастерской. А вы помните тот момент, когда вот ваши картины уже были признаны мировым сообществом? Что вы почувствовали? Какую-то гордость, то, что... или... Ну, ладно. Нет, не ладно, это все имеет значение, так что... Ну, почувствовали, что гордость, да? Да, обязательно. Я не помню, вот где-то в 88 или 87 году у меня
купили 5 картин из Америки, галерея Джон Зиммерли, Нью-Джерси. Да, у меня такое ощущение было, что я в небесах парил, да. А помните картины, которые вы в Нью-Джерси тогда Нет, отдали? картины не помню точно. И нет, и даже у меня не осталось фотки. Как называется галерея? Джон Зиммерли. Я поеду в Нью-Йорк, заеду в Нью-Джерси, обязательно посмотрю. Пожалуйста. Я найду. Я сейчас даже запишу, чтобы не забыть. Это какого года? Это 88-го года как раз. Да. 88-го? Да. Вот я почему-то вижу на этой картине такой веселый карнавал а-ля Рио-де-Жанейро. Не знаю почему. Вот первая ассоциация, которая у меня пришла. А вы, когда писали эту картину, что хотели вы показать? Ой, вообще-то я не помню, что я хотел показать. А что Ну, видите? вообще-то это, в принципе, да, похоже на карнавал. Но карнавал цвета, цвета и музыки, да, а не просто карнавал. Я же в том смысле, путешествую, там, Да. поэтому у меня такие ассоциации. Да, карнавал цвета, да, можно так. Как и сам город, на который как будто кто-то из художников пролил розовую краску. Ну посмотрите, разве этот город не похож на какой-нибудь клубничный торт или малиновое мороженое? Особенно в свете заходящего солнца. Ереван прекрасен, солнечный, но не слишком жаркий, с великолепной архитектурой и вкусной едой, недорогой и к тому же безопасный. Здесь можно спокойно гулять по ночам. И да, ночной Ереван – это уже совершенно другой город. Путешествие по Еревану я решила закончить вот так, в настоящей прогулочной карете. Неспешно и роскошно по вечернему городу. Ритм жизни и в самом деле здесь довольно неторопливый, а люди такие приветливые и гостеприимные. Даже в таком транспорте готовы угостить вином и, если пожелаете, разжечь кальян. Я, с сожалением, уезжаю из розового города, но в Армении все же задержусь. Ждите еще один выпуск об этой удивительной стране. Это Ян Баян. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. И не забывайте, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Ну что, кучер, нельзя там побыстрее? Нас ждут великие дела. Thank you.